Сегодня мы с вами поговорим о косметологическом бизнесе. Как бы за деньги, да, уже работаешь, ты должен быть как бы якобы профессионал, поэтому тут нужно очень аккуратно. Не каждый хочет признаваться, что он ходит к косметологу и делает какие-то определенные процедуры. Ну, в общем, человек сидел неделю дома, и я думала, все, я потеряю клиента. Ну, сколько я зарабатываю, даже мой мужчина этого не знает. Привет, друзья! С вами Клевый бизнес и я, Алексей Клеванов. Сегодня мы с вами поговорим о косметологическом бизнесе и о заработке косметолога и всех нюансов этой профессии нам расскажет Анастасия Рудак. Если ты хочешь узнать, как стать косметологом, нужен ли косметологический кабинет, какие процедуры самые популярные, ставь лайки, подписывайся и обязательно досмотри это видео до конца. В конце тебя ждет интересный сюрприз. Погнали! Привет, Настя! Здравствуй! Рассказывай, почему косметология? Потому что в школе хорошо знала биологию. Ну, на самом деле, это у меня была такая цель еще с детства, со школьных времен. И так сложилось, что у меня родственники в сфере красоты работали, и я часто посещала салоны красоты, видела эту атмосферу еще, и думаю, людям за это деньги платят, но мне все равно больше нравилась медицина. Чтобы в комплексе и медицина, и красота, это как раз оказалась косметология. А как вообще стать косметологом? То есть нужно медицинский закончить, обучаться? Как вообще советуешь краткий путь? Ну, нужно разобраться, каким косметологом ты хочешь быть. Бывают косметологи и с медицинским образованием, и без медицинского образования. Без медицинского образования ты не имеешь права проводить лечение, инъекционные процедуры, ну и все, что связано с инвазией, то есть с нарушением кожных покровов. Если тебя устраивает делать маски, массажи и депиляция, ну, можно без медицинского образования. У нас направленность про деньги. За что больше платят? Ну, конечно, за медицинское, да, однозначно, потому что у людей конкретно, когда проблемы, знаешь, со здоровьем, человек готов отдать многое, и лечение стоит денег, да. А для этого нужно заканчивать медицинский вуз или каких-то курсов достаточно? Есть курсы медсестры, но все равно они тех тебе знаний и тех возможностей не дадут, как образование среднее либо высшее медицинское. То есть желательно, конечно, высшее медицинское. Дальше уже курсы. То есть курсы косметологии это отдельно. Заканчивая просто курсы косметолога, ну ты вот будешь маски, депиляции проводить. Друзья, хочу поделиться с вами интересным инструментом заработка. Это международная трейдинговая платформа Binomo, которая позволяет зарабатывать на акциях крупных компаний и колебаниях курсов валют. Торговая платформа очень удобна для начинающих трейдеров, так как тренироваться можно на учебном счете и только потом переходить на реальный. Также на площадке множество обучающих роликов с информацией о том, как торговать максимально прибыльно. Сейчас я вам покажу, как это. Вам нужно проанализировать историю графика и построить правильный прогноз движения актива. Если прогноз оправдался, вы заработали, как вот, например, я сейчас. Также у Binomo есть мобильное приложение для Android и iOS и поддержка 24/7. А пополнять свой счет и выводить заработанные деньги можно многими популярными способами. Сейчас переходи по моей ссылке в описании и получи $1000 на демо-счет, чтобы была возможность разобраться и протестировать. И еще для всех моих подписчиков и зрителей по промокоду КЛЕВО вы получаете 100% к первому депозиту. Например, положили $10, получили $20. Binomo – честный трейдинг. А вообще у тебя сейчас кабинет косметолога, ты делаешь это сама, правильно? Да, на данный момент я сама. А вообще, чтобы вот открыть кабинет, какие инвестиции нужны, что для этого нужно, там оборудование, офис, что нужно?
Ну, начнем с того, что нужно, да, помещение. Помещение, как правило, берем в аренду, да, это может быть как и салон, отдельная студия, так и кабинет уже готовый в салоне красоты, можно оборудовать кабинет косметологии, можно снимать, арендовать помещение уже с аппаратурой и отдельно покупать. А оборудование это что-то дорогое, сколько это стоит? Ну, оборудование, его масса, то есть тебе нужно сначала выбрать направление, чем ты хочешь заниматься, то есть минимальное, допустим, там чистки для лечения, да, оборудование, хотя бы ты должен его покупать, то есть минимум там $1000-2 это по минимуму. Если там это лазерные методики, то это будем говорить о 10 тысяч, 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, то есть твоя направленность, конечно, уже будет конкретно лазерная косметология. И оно в аренду не сдается или обязательно? Сдается, да. Ну, то есть, если у тебя есть клиентура, и ты хочешь работать в этом направлении, начинать, конечно, ты можешь взять сначала в аренду, а дальше уже со временем купить свои. То есть нужен офис, нужно оборудование, там какие-то материалы затратные? Препараты, медикаменты, одноразовые материалы, некоторые емкости, средства для ухода, которые ты будешь готовить пациентам в домашний уход. И сколько вот сразу нужно инвестиций, чтобы вот я вот начинаю, допустим, я буду косметологом, сколько нужно для этого инвестиций? Ну, минимально, это если взять с арендой, давай будем считать так. Допустим, тебе нужен аппарат. Да, аппаратура, там, дезинфекция, ультразвук по минимуму, какие-то микротоки и так далее. Это будет около $2000. Дальше нам нужна косметика. Косметика обойдется минимум тоже около $2000. Ну, профессиональная косметика не дешевая. А ее покупаешь? Ты сначала проходишь курсы обучения, то есть если у тебя медицинское образование, во-первых, не на всей косметике ты имеешь право работать, только если профессиональная качественная косметика, ты на ней прошел обучение, ты имеешь право на ней работать и с ней работать, потому что она достаточно активная, в свободном доступе не продается. Есть, конечно, не настолько активные, которые может купить любой. Ну вот, и косметики нужно рассчитывать где-то на $2000. Можно, конечно, постепенно закупать, то есть не сразу, а понемногу. Но если тебе приходит клиент, пациент, ты же не знаешь, с каким он запросом, с какой проблемой к тебе придет. У тебя, в принципе, все должно быть под рукой. А я, насколько понимаю, процедур этих огромное множество. Как ты выбираешь свою специализацию или ты делаешь все по чуть-чуть? У меня как-то так сложилось, что у меня в основном проблемные клиенты, но я не выбирала это, то есть они меня выбрали. То есть я делаю, в принципе, все, что есть косметология, да, многие процедуры провожу, но как-то одного вылечишь, пришло 10, да, человек, поэтому у нас в стране очень много девушек с проблемной кожей. А можешь выделить вот основные направления косметолога, то есть там проблемная кожа, что еще есть? В основном это проблемная кожа и старение. Ну и контурная пластика, то есть там не нравится нос, не нравятся губы, подбородок, это тоже возможно исправить. А если вот так из финансовой точки зрения, что там подбородки лучше убирать, либо что там еще было, либо это лечение, что более выгодно? Ты знаешь, все выгодно. То есть, если же ты инъекционист, да, инъекции, и ты чисто на инъекциях работаешь, это выгодно. Но нужно понимать, что человек будет приходить к тебе раз в полгода, раз в год. И лечение тоже приносит прибыль. Просто человек у тебя появляется чаще. То есть за инъекцию ты получаешь за один раз определенную сумму, то за лечение ты в течение месяца эту сумму получаешь. Давай вернемся к кабинету. Там что самое главное? Это дизайн, это интерьер, это месторасположение? Чистота и месторасположение, да. Самое главное — это чистота в кабинете, потому что человек, когда приходит к тебе, и ты его устраиваешь как специалист, и он видит результаты твоей работы, он готов и в другой город к тебе приехать. То есть у меня есть случаи, когда девочки из других городов приезжают специально к мне на процедуры. То есть тут уже месторасположение, да, играет роль, но не всегда. А что бы ты выбрала, допустим, кабинет в центре города, там рядом с метро, или я не знаю, насколько это важно, или где-нибудь на окраине, но с гораздо лучшим ремонтом? Это вот сложный вопрос, потому что возле метро, да, расположение имеет значение. А опять-таки, где ты начал работать, где твоя клиентская база изначально? А пробовала когда-нибудь на дому работать? Нет, не пробовала. А вообще, как думаешь, это имеет смысл или нет? Ну, я не считаю это профессионально. Это не профессионально, потому что все равно это раздел медицины. Ну, как бы доктора ж не проводят лечение, да, у себя дома. Есть офис,
офис, есть кабинеты, которые ты можешь арендовать, поэтому это непрофессионально. А по поводу сотрудников, ты когда-нибудь нанимала? Это тяжело, это просто? Да, Какие кадры? у меня была своя студия, нанимала, у меня была девушка и косметолог, были и массажисты. То есть у меня не только направление было косметология, у меня и другие отрасли сферы красоты были. Сложно хорошего специалиста найти. А можешь чуть-чуть детализировать? То есть хороший — это значит исполнительный, хорошо с клиентами общается, хорошее качество работы у него. То есть какие основные вот? Это все в комплексе. Это и должен хорошо исполнять работу, ну, однозначно, да, и хорошо к человеку относиться, чтобы клиент постоянно вернулся, а не единоразово пришел. В принципе, чтобы был честный, да, специалист. Как ты вообще находишь клиентов? Как ты нашла первых клиентов? Первых клиентов я делала акционные предложения. То есть я делала скидки, да, я сделала скидки в интернете, есть такие сайты купон по купону. Сейчас это в далеком прошлом, иногда я так задумываюсь, наверное, зря делала, это, боже, это так было дешево вообще, наверное, совсем не рентабельно, но на сегодняшний день я понимаю, что это там было 6 лет назад, а люди до сих пор некоторые со мной и регулярно меня посещают. А сейчас как ты находишь? Они сами не находят. Сейчас у меня рекламы абсолютно нигде нет. Нет, у меня есть страница в Инстаграм, которую мои клиенты просят, чтобы я ее вела, но у меня просто нет на это времени, нет физической возможности. Поэтому у меня клиент — это сарафанное радио. А можешь описать своего типичного клиента? Это мужчина, женщина или несколько категорий? Мои клиенты — это все. То есть все, у кого есть кожа. Абсолютно все. Особенно в нашей стране, там, где культ красоты. Меня, наверное, косметолог посещают все. Ну, ты же можешь сказать, там, половина мужчин, 10% мужчин. Ну, хотя... Наверное, вот 10-15% мужчин, так, 1 из 10, да, будет это мужчина. То есть мужчины не настолько часто приходят, но есть. Не всегда, кстати, за лечением обращаются, иногда и за омолаживающими процедурами. И подбородок да. увеличить. И убирать, да, у меня было в практике. Увеличить нет, но губы я делала мужчине, да. Мужчине? Да. Возрастная категория основная, это от 40 до 50, 30, 40? От 15, да, когда начинаются проблемы с кожей, от 14 даже, до 60, 65, потому что дальше это уже пациенты пластического хирурга. Какие вообще самые распространенные просьбы от клиентов? Сделай красиво. Я хочу идеальную кожу. А есть какие-то заблуждения у клиентов? Ну, допустим, они тебе приходят, они хотят одно, а им нужно другое. Ну вот ты знаешь, что другое нужно. Да, конечно, такое часто бывает, и ты грамотно объясняешь, почему так, а не иначе, и что конкретно. Но если человек не согласен со мной, я, конечно, не настаиваю. Если я вижу, что эта процедура, какой он хочет, это противопоказано, я ее не провожу, я отказываю. А какие самые распространенные, вот топ-3? Чистка, ботокс, да, ботулинотерапия. Ботокс — это фирма название. И уход. Всегда было интересно, когда ты начинаешь вот заниматься подобной профессией, на ком ты тренируешься? Как это вначале происходит? Ну, тренируешься ты на курсах на самом деле, потому что пациенты — это не подопытные кролики, там особо не натренируешься, и там нужно все очень аккуратно. Ты же как бы за деньги, да, уже работаешь, ты должен быть как бы якобы профессионал, поэтому тут нужно очень аккуратно. А тренироваться нужно на курсах, и эксперименты вот в этой сфере по минимуму нужно проводить. Хочешь чего-то научиться нового, есть обучающие курсы, тренинги. А там на чем, на куклах учат или на живых людях? На живых людях, но под присмотром опытного специалиста, то есть ты не навредишь. А косметолог может навредить? Конечно, может. А как вообще, если для себя выбирать косметолога, как мне понять, что мне не навредят? Или так внешне не поймешь? Ну, наверное, внешне не поймешь, поэтому вот в основном все стараются по отзывам, сарафанное радио, то есть подружки делятся. В основном к этому вопросу очень аккуратно люди относятся, поэтому репутация тут очень важна в этой сфере. А я, насколько понимаю, у вас в вашей сфере постоянно что-то изобретают, там новые препараты, новые какие-то процедуры. Ты следишь за тенденциями, гонишься за ними? Конечно, потому что у меня есть пациенты, клиенты, которые несколько лет со мной, их надо даже удивлять. Время идет, а омолаживать нужно не стоять на месте, и человеку должно быть не только результат, должно быть еще и интересно, да, к тебе приходить. То есть ты постоянно ходишь на какие-то курсы, или это где-то онлайн обучение, или это
Как это у тебя происходит? Сфера очень большая, косметология. Есть и онлайн-курсы, есть и конгрессы, есть и международные конгрессы, есть междурегиональные конгрессы. И несколько раз в год происходит выставка в Киеве. Там каждую неделю есть курсы обучающие, тренинги. То есть учись, главное, чтобы было только медицинское образование. А что, на твой взгляд, самое продуктивное, то есть где быстрее всего и лучше учат? Быстрее всего и лучше учат, наверное, это тренинги, да. Небольшие группы, там, до 20 человек, и помимо того, что ты узнаешь что-то новое, еще коллеги, вы делитесь опытом между друг другом, то есть у кого какие случаи были, какие результаты. По поводу звездной публики. Насколько я знаю, все стараются завлечь себе максимум там, звезд, известных людей, там, чтобы они в Инстаграм, наверное, выложили еще зачем-то. Охотишься ты ли за такими или... Ну, это же классика рекламы, конечно, но я не охочусь, как бы, потому что у меня, я же говорю, рекламы особо нет уже на сегодняшний день. Может быть, раньше, да, охотилась, и была у меня звездная публика, но опять-таки надо об этом помнить, что не каждый хочет признаваться, что он ходит к косметологу и делать какие-то определенные процедуры. Тем, кто начинает, советуешь стараться получить звездных клиентов ради рекламы или нет? Советую, но если ты уверена в своих способностях и не навредишь, потому что если навредишь, будут не очень хорошие последствия. Какие у тебя планы на дальнейшее? Куда хочешь вырасти? Клиника, салон, там, твои варианты? Конечно, хочется клинику, хочется сеть клиник, но на данный момент я практикую самостоятельно, мне это абсолютно устраивает, потому что когда у тебя клиника, сеть клиник, ну, в общем, ты забываешь обо всем, у тебя не может быть хобби, ты не можешь путешествовать, личная жизнь, потому что ты полностью погружаешься в эту сферу. Поэтому я сейчас нахожусь в абсолютно комфортной для себя обстановке. И может быть, не может быть, а попозже точно будет клиника. Какие забавные случаи с клиентами у тебя были? Может, курьезы, может, какие-то конфликты, еще что-то? Ну, конфликтов не было, а такие там, забавные случаи. Когда-то я провела процедуру, есть процедура пилинг, они бывают поверхностные, серединные, и сделала девушке чуть-чуть глубже, чем нужно. А чуть-чуть глубже это коричневые корки на лице, и я ее не предупредила об этом. Ну, в общем, человек сидел неделю дома, и я думала, все, я потеряю клиента. В общем, спасала ее как могла, да, помогала, чтобы она быстрее прошла реабилитация. Но спустя год она опять у меня просит такую же процедуру, потому что ей очень понравилось, и эффект, и, в общем, ничего страшного, что она дома просидела. Если бы ты сейчас начинала свой путь косметолога заново, чего бы ты точно не делала? Чего бы я точно не делала, я бы не боялась. Я бы не боялась вкладывать и инвестировать, потому что я все равно понемногу, да, вкладывала, я понемногу покупала препаратов, аппаратов, потому что а вдруг у меня не получится, а вдруг не пойдет, а вдруг у меня клиентов не будет, то сейчас бы я, конечно, сейчас я уже не боюсь, вкладываю. А вообще, какие у тебя самые большие провалы были с точки зрения бизнеса на твоем пути? Когда я открыла студию, я взяла направление не только косметология, а там и реснички, и массаж, и маникюр. И я понимаю, что все-таки распыляться в этой сфере не стоит. То есть, если у тебя медицинское направление, иди по этой стези, потому что прибыль будет приносить, но тебе же нужны еще и результаты. И если ты практикующий специалист, то только одно направление брать лучше, медицинское. А сколько вообще зарабатывает косметолог и ты в частности? Ну, сколько я зарабатываю, даже мой мужчина этого не знает. Да? Косметолог, если начинающий, я так думаю, на сегодняшний день минимум $500, ну, это при плохом раскладе. Если у тебя хороший уровень, у тебя есть клиентская база, ну, я думаю, 2-3 тысяч долларов в месяц это реально. А если инъекционист, 5-10 тысяч долларов. В интернете много видел отзывов о том, что косметолог, который идет куда-то на работу, а не сам работает, что у них там ужасно низкая зарплата. Это правда или... Да, намного ниже, потому что косметолог на проценте работает, процент 20-30%. Почему? Потому что аппараты дорогостоящие, препараты дорогостоящие, поэтому цены вроде в клинике высокие, а специалист зарабатывает не так уж и много. То есть никакого смысла идти куда-то работать нет, да? Ну, попрактиковаться, посмотреть, как люди работают. Нужно, кстати, начинать лучше в клинике. Я тоже начинала в клинике обязательно.
Какие-то напутственные слова, рекомендации, все что угодно для твоих будущих коллег. Самое важное – это быть честными с пациентами и делать все возможное, чтобы пациент к тебе вернулся, чтобы он был с тобой и чтобы он привел еще своих подружек, друзей. Это самая лучшая реклама будет и твоя репутация. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Это будет профессиональный уход для вашей кожи в моем кабинете. А подарок получит тот, кто придумает самое креативное название для будущей клиники Анастасии. Пишите ваши варианты в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!